Глава 1306. Талисман невидимости высшего зенита. Со своеобразным выражением на лице Хань Ли взглянул на серебряного огненного ворона и пробормотал про себя: «Должен ли я называть тебя Шиянем, или я должен называть тебя великим истинным инским пламенем? Ты уже поглотил эссенцию чистого солнца, а теперь ты сожрал этого культиватора клана духов по имени Шия. Так и быть, буду называть тебя поглощающим небесное пламя духом. Мне повезло, что я превратил все свое высшее фиолетовое пламя в великий истинный инский огонь, пока еще был в мире людей. В противном случае у меня было бы много проблем здесь». Оказалось, что после того, как Шиянь проник в тело Хань Ли, он не смог поглотить духовное чутье Хань Ли. Вместо этого, как только он вошел в тело Хань Ли, массивный поток огненной духовной силы немедленно пробудил великое истинное инское пламя, которое временно дремало в теле Хань Ли из-за недостатка магической силы. Пламя обладало способностью поглощать все, поэтому оно немедленно вступило в бой с Шиянем внутри тела Хань Ли, даже без инструкции самого Хань Ли. Будь это обычный огненный ворон, то он, естественно, не был бы равней Шияну, который был сопоставим по силе с культиватором стадии божественной трансформации. К несчастью для Шияна, Хань Ли был также культиватором стадии божественной трансформации. Вдобавок ко всему, он культивировал технику великого развития, которая сделала его духовное чутье даже более сильным, чем у культиватора на средней стадии божественной трансформации. Таким образом, у Шияня, естественно, не было никаких шансов после попадания в тело Хань Ли. Когда Шиянь вступил в жестокую битву с огненным вороном великого инского пламени, Хань Ли высвободил свое духовное чуть, заблокировав духовное чутье Шияна, позволив огненному ворону великого инского пламени сожрать его живьем. Даже алое сокровище в виде бусины, которое было его настоящим телом, было поглощено огненным вороном великого инского пламени. Он был поглощен во всех смыслах мира. Мало того, что его душа была поглощена, даже его воспоминания были полностью поглощены огненным вороном, что позволило ему стать поглощающим небесное пламя духом, каким он было в настоящее время. Таким образом, Хань Ли смог использовать огненного ворона, чтобы подражать ауре и голосу Шияна до совершенства после того, как душа духовного генерала была поглощена. Конечно, благодаря поглощению воспоминаний Шияня, Хань Ли также узнал о цели клана духов, с которой они прибыли в гробницу заходящего солнца, а также о существовании предателя клана духов и капли божественной крови. Он был в восторге от этого открытия. Ему было наплевать на предателя клана духов, но так называемая божественная кровь духовного племени очень интересовала его. Эта кровь была своего рода таинственной жидкостью, которую производила душа культиватора клана духов уровня Святого Духа после смерти по естественным причинам. Если бы кровь попала на любое существо разумный объект, последний развил бы интеллект, став духом низкого ранга. Конечно, клан духов не был полностью создан таким способом, большинство из них развились самостоятельно, став низкоранговыми духами. Однако эта божественная кровь все еще была чрезвычайно важным инструментом для клана духов, с помощью которого они могли сохранить свой род. Таким образом, это было то, что они охраняли как секретные сокровища. Однако в этом случае клану артефактных духов каким-то образом удалось украсть пузырек божественной крови прямо под носом у стражей и немедленно связаться с человеческой расой, предложив обмен. Хотя Хань Ли был удивлен масштабом этой истории, но он не стал бы обращать на это особого внимания. Его привлекало то, что помимо своей чудесной способности создавать низкоранговых духов, божественная кровь также обладала многими полезными эффектами для человеческих культиваторов и воинов усовершенствователей тела. Культиваторы могли использовать эту божественную кровь в качестве ингредиента для кровавых янских таблеток. Эта таблетка могла улучшить базу культивации, в результате чего можно было достичь стадии зарождающейся души в течение более 100 лет горькой культивации. Воины-усовершенствователи тела с помощью этой крови, путем размазывания ее по телу, могли получить секретную технику, известную как кровавая кристаллическая броня. Стоит сказать, что эта секретная техника могла улучшить тело даже значительнее, чем полное овладение искусством ваджры, позволяя воину-усовершенствователю тела не получать никакого урона от любых атак ниже стадии пространственного закаливания в течение некоторого времени. Тем не менее, эта броня была одноразовым инструментом, который исчезал, как только вся его энергия полностью заканчивалась. Кроме того, если бы эту божественную кровь употребил высокоранговый усовершенствователь тела, она могла бы стимулировать его духовное чуть, давая высокий шанс немедленно преодолеть узкое место культивации. Конечно, непосредственное употребление божественной крови было довольно рискованным делом. Чем ниже уровень усовершенствователя тела, и тем слабее его духовное чутье, тем больше вероятность смерти из-за ответной реакции силы в божественной крови. Если воин-усовершенствователь тела решал потребить эту кровь, чтобы облегчить прорыв, они обычно находили бы таблетки, подобные таблетке небесного сердца, для укрепления своего духовного чутья, прежде чем осмеливаться проглотить кровь. Несмотря на это было все еще довольно опасное дело. Тем не менее, Хань Ли пришел в восторг, узнав об этой информации из воспоминаний Шияна. Он обладал духовным чутьем стадии божественной трансформации, но культивировал как воин-усовершенствователь тела, поэтому божественная кровь была для него идеальным вариантом.
Хань Ли был уверен, что в конечном итоге сможет справиться с последним слоем искусства ваджры самостоятельно, но понятия не имел, сколько времени это займет. Кроме того, он не знал, когда начнется его незначительная небесная трибуляция, поэтому для него было естественно лучше как можно быстрее восстановить свою магическую силу. Другая причина, по которой он решил отправиться в долину хаоса, заключалась в том, что он временно восстановил свою способность использовать магическую силу. Несмотря на то, что магическая сила, которой он обладал в прошлом, составляла лишь 70% от плотности магической силы, которой он обладал на пике своих способностей, означало, что она все еще была сравнима с магической силой обычного культиватора стадии божественной трансформации. После того, как огненный ворон великого инского пламени поглотил Шияна, его духовная сила с чистым огненным элементом временно сохранилась в теле ворона. В настоящее время Хань Ли распространял эту духовную силу в своем теле, используя как свою собственную. Поскольку эта духовная сила не была достигнута посредством культивации и не была возобновляемым ресурсом, она должна была со временем иссякнуть. Из-за того, что вся магическая сила была огненного элемента, он не мог использовать по своему усмотрению. Тем не менее, его способности и сокровища все еще делали его сильнее других культиваторов его ранга. Более того, даже если бы он не использовал сейчас эту духовную силу огненного элемента, она все равно бы стала медленно просачиваться и исчезла со временем. По его оценкам, он, скорее всего, снова стал бы смертным в течение месяца. Хань Ли не хотел упустить эту возможность. Поэтому он решил рискнуть, выдавая себя за Шияна и выполняя порученные ему инструкции, чтобы смешаться с людьми в Долине Хаоса. Теперь он наконец-то добрался до Долины Хаоса, и ему пора было реализовать свой план. Несколько мгновений спустя Хань Ли указал пальцем на огненного ворона, который тут же расправил крылья и скрылся в каменном гиганте поблизости. Тем временем Хань Ли перевернул руку, и между его пальцами сразу появился бледно-желтый талисман. Он надел талисман на себя, все его тело сразу же вспыхнуло ярко-желтым светом. Сделав печать заклинания руками, его тело покачивалось, и он собирался высвободить свою технику движения Земли, чтобы зарыться в землю. Однако, все пошло не по плану. Спустившись на полметра или около того в землю, он не смог продолжать спускаться дальше. Как будто существовала невидимая сила сопротивления, не позволявшая ему спуститься дальше. Сердце Хань Ли задрожало при встрече с этим препятствием. Оказалось, что в этой долине хаоса были свои особенности, которых он должен был остерегаться. Таким образом, немного помедлив, он вытащил пурпурный талисман из своего браслета для хранения. На талисмане переливалось несколько серебряных рун, и все они были надписаны скошенным серебряным текстом, который редко можно было встретить даже в мире духов. После оценки копий прозрений и наблюдений бесконечного небесного зверя, полученных на половине страницы золотого нефритового тома, а затем опираясь на собственные наблюдения, Хань Ли наконец-то сумел создать этот наполовину бессмертный талисман в мире людей, пройдя через множество неудач. Несмотря на то, что это был самый простой из немногих техник изготовления талисмана, записанных на половине страницы книги, требуемые материалы было все еще очень трудно собрать в человеческом мире. Только после многих попыток Хань Ли смог найти некоторые материалы-заменители, что позволило ему усовершенствовать этот наполовину завершенный талисман. Это был талисман сокрытия, известный как талисман невидимости высшего зенита. Поскольку это был одноразовый талисман, Хань Ли никогда не пытался использовать его раньше. Теперь Хань Ли планировал украсть божественную кровь, а с его нынешним уровнем культивации у него не было никакого способа, с помощью которого он мог бы эффективно спрятаться, используя свои другие техники сокрытия. Поэтому он, естественно, сразу подумал об этом талисмане. Вытащив талисман, Хань Ли освободил его из своих рук, позволив ему зависнуть в воздухе. Фиолетовый талисман внезапно взорвался, и несколько изогнутых серебряных рун стали танцевать вокруг Хань Ли. Затем руны распались на облака серебряного тумана, в мгновение ока окутав Хань Ли. Спустя несколько мгновений серебряный туман рассеялся, и Хань Ли полностью исчез. В этот момент в долину ворвалось еще несколько световых полос, направлявшихся прямо к Хань Ли. Тем не менее, ни один из них не смог обнаружить его присутствие, пролетев мимо него в мгновение ока, словно его на самом деле не существовало. Хань Ли пришел в восторг от этого, он не отступил ни на шаг от своего первоначального места и не предпринял никаких дополнительных мер, чтобы скрыть себя. Однако эта группа людей и демонов совершенно не замечала его присутствия, и среди них был даже культиватор стадии божественной трансформации. Однако его нынешняя ситуация была довольно своеобразной. Казалось, все его тело превратилось в какое-то прозрачное вещество, похожее на туман. Его тело стало совершенно бесформенным и могло сорваться от легкого ветра. Затем он провел несколько экспериментов и обнаружил, что не мог использовать какие-либо секретные приемы или сокровища, которые потребляли много духовной силы. Это было довольно обидно, но не имело особого значения. Он был доволен, пока мог скрывать себя от других культиваторов стадии божественной трансформации.
В конце концов, из-за ограничения в материалах это была даже не полностью усовершенствованная версия талисмана невидимости высшего зенита, поэтому он уже был в восторге от его чудесных способностей. После полного освоения содержания на этой половине страницы и полного завершения этого талисмана таких недостатков можно избежать. При мысли о других техниках изготовления бессмертного талисмана, записанного на этой половине страницы, Хань Ли был поражен чувством рвения и волнения. Однако все это должно было подождать, пока он не восстановит свою магическую силу и не превзойдет свою первую незначительную небесную трибуляцию в мире духов. Следовательно, Хань Ли быстро снова сосредоточил свое внимание на стоящей перед ним задаче и поплыл в долину хаоса, размер которой составлял менее 100 километров. Пылающий световой пруд был центром всей долины, и его окрестности были полностью окутаны серым туманом. Хань Ли знал о приблизительном местонахождении пруда, но он не осмеливался использовать свое духовное чутье, чтобы осмотреться, опасаясь обнаружения. Наконец, дойдя до пруда, обнаружил, что там уже было около дюжины людей и демонов высокого ранга, которые сражались друг с другом по обе стороны от пруда. Людей, естественно, возглавляли лорд города Лан и Тутуо, у каждого из которых были мрачные выражения на лицах. Демонов возглавляла молодая женщина из расы Черного Феникса, а также 3 совершенно одинаковых худых молодых человека, которые, очевидно, были тройняшками. Глава 1307. Пылающий световой пруд. При виде этого Хань Ли перевел взгляд на поверхность пруда. Помимо того, что вода в пруду была удивительно чистой, в остальном она выглядела совершенно обыденной. Пока Хань Ли чувствовал себя озадаченным по этому поводу, лорд города Лан взглянул на тройняшек и внезапно спросил: «Я слышал, что в расе волков Серебряной Луны есть мутировавший демонический волк, который смог вырастить 3 головы в 3 разных воплощениях с помощью невероятно могущественного существа. Каждое из этих воплощений обладает базой культивации на пике стадии зарождающейся души, и когда все 3 объединяют силы, они способны принять стадию божественной трансформации. Неужели это ты то самое воплощение?» 3 молодых людей хихикнули в унисон, услышав это. Один из них сразу же сказал: «Я не думал, что мы так широко известны». «Верно, мы тот самый лунный волчий Цербер. Мы также наслышаны о тебе, лорд города Лан. Хочешь помериться силами?» У меня нет на это времени». «Госпожа Ся, что ты задумала, войдя в долину в одиночку?» Лорд города Лан проигнорировал вызов и вместо этого обратился к молодой женщине с вопросительным взглядом. «Что я задумала? Разве старший Хуан не сказал, что есть культиватор клана духов, который пытается поймать этого так называемого предателя клана духов в пруду?» «Разумеется, я пришла, чтобы остановить», — с улыбкой на лице ответила женщина. Лорд города Лан какое-то время смотрел на молодую женщину, затем взглянул на пруд и спросил: «Вот как?» «Я рад, что у тебя намерение, госпожа Ся. Пожалуйста, продолжай, я пока буду охранять пруд, не позволяя другим существам из клана духов в него. Что скажешь?» Услышав это, молодая женщина слегка запнулась, а затем рассмеялась, глядя то Туо и нескольких других культиваторов зарождающейся души рядом с лордом города Ланом. «Если бы ты не пришел сюда, то, возможно, я бы действительно рискнула зайти в пруд. Однако, увидев тебя здесь, оставлю тебе эту возможность, брат Лан. Как женщина, подобная мне, может войти в пруд вместо тебя? Я слышала, что у тебя есть сокровище водяного нефритового стража. Эта вещь, безусловно, будет очень полезна в пруду. Я могу войти в пруд, но ты должна взять свои силы и выйти из долины хаоса». Лорд города Лан изменился в лице, а его голос стал холодным и бескомпромиссным. Видя, что лорд города Лан перестал шутить, женщина также изменилась в лице и, холодно хмыкнув, замолчала. Ни одна из сторон не была готова отступить в этот критический момент. Тем временем губы лорда города Лана дрогнули, обсуждая что-то то через передачу голоса. Делая это, в его глазах всплыл след злых намерений. Кроме молодой женщины и 3 близняшек, было только 3 других демонических культиватора стадии метаморфозы. Напротив, кроме лорда города Лана и Тотуо, среди человеческих сил было еще 7 или 8 других культиваторов зарождающейся души, поэтому у них явно был перевес в силе. Никому больше не удалось добраться до этого пруда за все это время, что явно указывало на то, что их сдерживали культиваторы клана духов. Таким образом, ни одна из сторон не могла получить дополнительное подкрепление в короткие сроки. Если бы одна сторона смогла взять божественную кровь первой, у них не было бы никакого желания разделить ее равномерно между обеими сторонами. Все знали, что предварительное соглашение, которое они заключили, было только для демонстрации, и это было просто пустое обещание, которое было сделано для облегчения Временного Союза. Молодая женщина чувствовала агрессивные намерения людей и слегка нахмурилась, выпустив секретную технику, чтобы предостеречь свои войска. В то же время она зашуршала рукавом, и в ее руке появился какой-то предмет. Атмосфера стала чрезвычайно напряженной, и физическое препирательство казалось неизбежным.
Внезапно земля возле пруда дрогнула, и спокойная вода в пруду внезапно начала колыхаться. Сразу после этого изнутри вырвались пряди белого света, некоторые из них поднимались прямо в небо, а другие спускались к ближайшим демонам и людям. При попадании этих световых лучей на близлежащие камни, в тех мгновенно появлялись отверстия размером с иглу. Существа двух рас были очень удивлены увиденным, и все они поспешно раскрыли свои способности или сокровища для собственной защиты. В этот момент в прозрачной воде пруда внезапно появился слой ослепительного света, словно из толщи воды поднималось раскаленное солнце. В тот момент, когда вода в пруду кипела и пузырилась, из-за белого света внутри внезапно вспыхнул палящий жар. Что происходит? Это существа клана Духа сделали. Хань Ли прятался в воздухе над их головами, но также был вынужден уклоняться от световых лучей. Глядя на странное явление, происходящее сейчас в пруду, он был удивлен. Он был не единственным, кто был удивлен. Молодая женщина и лорд города Лан тоже были сбиты с толку и озадачены. Что-то не так. Разве палящий свет не должен находиться только внутри пруда? Как он может выходить из воды? Неужели лорд города Лан явно был хорошо знаком с этим прудом, но прежде чем он смог закончить свой анализ, из пруда в воздух поднялась дюжина столпов белого света толщиной с чаши для риса. Вырвавшись из пруда, они сразу же изменили направление, бросившись прямо к людям и демонам поблизости с удивительной скоростью. Эта беспрецедентная неожиданная атака застала врасплох существ обоих рас. Могущественные существа, такие как молодая женщина и лорд города Лан, сразу же использовали секретную технику, чтобы скрыться с места происшествия, в то время как тройнишки также сумели раскрыть какую-то секретную технику, которая заставила их исчезнуть без следа прямо перед колоннами света до их удара. У остальных просто не было времени, чтобы активировать какие-либо защитные техники или защитные сокровища. Все были поражены шоком и яростью при виде этого. Еще до того, как у них появилась возможность выяснить, что происходит, 5 столбов желтого света внезапно вспыхнули из почвы вокруг пруда. На поверхности этих столбов был высечен ряд неразличимых узоров. Среди присутствующих людей было наибольшее число культиваторов зарождающейся души, но даже они пострадали. Большинство из этих людей были доверенными подчиненными и учениками лорда города Лана, и он, естественно, пришел в ярость, что они погибли в таком месте. При виде желтых столбов света, пробивающиеся из-под земли, он сразу же взревел: «Кто посмел напасть на нас?» В следующее мгновение он положил руку на голову, и оттуда сразу же вырвалось 5 маленьких лазурных мечей, мгновенно превратившись в массивные мечи размером в несколько десятков футов. Вжух! Лорд города Лан мгновенно атаковал. 5 массивных мечей мгновенно вспыхнули в воздухе, метнувшись к 5 желтым столбам, а затем быстро облетели несколько кругов вокруг оснований этих столбов. С оглушительным грохотом мечи врезались в световые столбы, но сами колонны остались нетронутыми. На их поверхности остался лишь ряд вмятин от мечей. Лорд города Лан невольно прищурился и поспешно сделал печать заклинания руками, призвав к себе 5 гигантских мечей. В этот момент из трещин в столбах от мечей начала сочиться зеленая вязкая жидкость, испуская чрезвычайно специфический запах. Тем временем лорд города Лан держал свои мечи кружащими над головой, готовясь к любым дальнейшим атакам. Естественно, он прекрасно понимал, насколько сильны его летающие мечи. Они обычно были способны с легкостью разрезать небольшие горы, не говоря уже о нескольких столбах. Тем не менее, эти столбы не были обычными столбами. Их поверхности, казалось, были подвижными, словно были живыми существами. На лице молодой женщины также было изумленное выражение лица при виде неудачной атаки лорда Лена. Снизу внизу пруда раздался гул, словно нечто только что пробудилось. После этого странного звука 5 желтых столбов внезапно стали полностью неподвижными. Однако с поверхности пруда внезапно выстрелил массивный шар света диаметром около 100 футов. Шар был абсолютно белого цвета, но в его центре был мерцающий золотой сферический объект размером примерно с человеческую голову. Это кристалл заходящего солнца. При виде этого Тотуо внезапно воскликнул. Не успел он выпалить эти слова, как сразу же глубоко пожалел о том, что не держал язык за зубами. Он сразу же метнулся к объекту в виде полоски белого света, пытаясь укрыться сокровищем. Услышав слова «кристалл заходящего солнца», молодая женщина и тройнишки также пришли в восторг. Молодая женщина громко вскрикнула, превратившись в черного пылающего феникса, и тоже метнулась к объекту. Тройнишки собрались воедино, превратившись в толстый столб серебряного света, мгновенно последовав за фениксом. Однако по какой-то причине лорд города Лан остался на месте, воздерживаясь от каких-либо действий. Хань Ли также продолжал смотреть, ничего не делая, паря наверху. Его цель была очень простой — он был здесь ради божественной крови. Независимо от того, какие другие ценные сокровища могли быть здесь, если они не были более ценными, чем божественная кровь, он не собирался преследовать это, раскрывая свое собственное прикрытие.
Молодая женщина и тройнишки людей явно начали действовать на долю секунды медленнее, чем Татуо. Белый свет, в который превратился Татуо, первым достиг кристалла заходящего солнца, и он попытался захватить его. Однако в этот момент произошло нечто неожиданное. Внезапно вокруг шара света возник огромный всплеск всасывающей невидимой силы, в результате чего тело Татуо слегка вздрогнуло в воздухе. Естественно, он был потрясен таким поворотом событий и поспешно использовал свою магическую силу, чтобы противостоять этой силе. Однако на его одежде появилось несколько своеобразных серебряных рун, после чего Татуо втянуло в пруд, и он исчез без следа. Шар света молча парил в воздухе, как будто ничего не случилось. Молодая женщина и тройнишки, естественно, были удивлены таким поворотом событий, и они поспешно отступили, изумленно уставившись на пруд внизу. Тем временем лорд города Лан, казалось, что-то почерпнул из ситуации, и выражение его лица внезапно стало очень напряженным. Прямо в этот момент из-за пруда раздался еще один грохот, после которого из земли вырвались еще 5 желтых столбов света, идентичных первым 5 столбам света. Затем из пруда послышался рев, напоминавший сильные раскаты грома, постепенно становясь все громче и громче. Пруд и 10 желтых столбов задрожали от этого громоподобного рева. Внезапно лорд города Лан повернулся и метнулся к выходу из долины хаоса в виде полоски синего света, исчезнув в тумане всего за несколько вспышек. Это стало неожиданностью для всех остальных. Хань Ли слегка нахмурился, поднимаясь в воздух. Напротив, молодая женщина и тройнишки переглянулись между собой. Хотя на их лицах появились торжественные выражения, никто из них не покинул это место. Вскоре после этого вода в пруду закружилась, мгновенно превратившись в гигантский вихрь. В то же время 10 желтых столбов внезапно выросли на 100 футов. Земля разверзлась под ногами, и с обеих сторон пруда появились 2 гигантских существа. Хань Ли старался подняться как можно выше и мельком взглянул на то, что происходило внизу. При виде этого у него сразу же перехватило дух от удивления. Глава 1308. Первозданные гиганты. Он обнаружил, что колоссальные колонны, появившиеся по обе стороны пруда, были просто пальцами на руках 2 гигантских существ, которые только что появились. Теперь пара этих огромных рук медленно поднималась вверх изнутри почвы. Вода в пруду внезапно исчезла, и в центре пруда появилось гигантское глазное яблоко размером около 20 футов. Глазное яблоко медленно вращалось, испуская зловещий свет. При виде этого Хань Ли вздрогнул, и его лицо сразу побледнело, вспомнив об очень известной расе в мире духов. Он немедленно ускорился, без колебаний стараясь взлететь как можно выше. Тем не менее, он все равно не смог летать так быстро из-за ограничений своего неполного талисмана невидимости. Молодая женщина и тройнишки еще не заметили всего этого, но они также были поражены неописуемым риском. Молодая женщина холодно зарычала, а затем открыла рот, выплюнув малиновый платок. В следующее мгновение она, взмахнув рукой, выпустив лазурного змея размером около 10 футов. Это была чрезвычайно совершенная лазурная летающая сабля. Платок поднялся над ее головой, превратившись в красный световой барьер, окутав ее тело собой. Тем временем тройнишки одновременно сделали печать заклинания, а их тело засветилось серебряным светом. Затем 3 шара света объединились в один, создав огромный шар серебряного света, окутав их всех одновременно. После принятия этих защитных мер перед лицом 4 демонических культиваторов предстала разверзнутая земля радиусом 10 тысяч футов, которая с грохотом раскололась под ними. Массивное глазное яблоко на дне пруда моргнуло, после чего кристалл заходящего солнца быстро опустился, исчезнув в глазу. Каменное существо стало медленно подниматься из земли. С его точки обзора Хань Ли мог видеть все. Огромное существо имело высоту в несколько тысяч футов, и большая часть его тела была покрыта серовато-желтой почвой. Это было невероятно массивное живое существо. Если бы не тот факт, что Хань Ли видел в мире людей-демонов, таких как Раху и Небесный Кунпенг, он бы не поверил, что в этом мире может существовать что-то столь огромное. Гигант был одет только в набедренную повязку, сделанную из какого-то вида неизвестной шкуры зверя, и на его голове был один гигантский глаз. Глазница представляла собой большую впадину, созданную глазом, породившим пруд. Кроме того, у гиганта был отвратительный нос и длинный рот, который простирался почти от уха до уха. Когда он открыл рот, изнутри показались острые белые зубы. Гигант еще полностью не встал. Было похоже, что он сидел, и нижняя часть его тела все еще была глубоко погружена в землю. Он равнодушно смотрел на 4 демонических культиваторов в воздухе своим единственным глазом невозможно. Это первозданный гигант. Убегайте. Мы с ним не справимся. Воскликнула молодая женщина, наконец поняв, с чем они здесь имеют дело. Теперь она поняла, лорда города Лан сбежал, не заботясь о жизни Татуо.
Должно быть, он заранее определил признаки и сбежал, спасая собственную жизнь. Молодая женщина немедленно сделала печати заклинания рукой. Красный световой барьер вокруг ее тела стал вращаться быстрее, а затем рассыпался на осколки красного света, исчезнув вместе с молодой женщиной. Однако ее гибкая и грациозная фигура всплыла в воздухе на расстоянии 600 футов на фоне во вспышке красного света. Тройнишки также были ошеломлены видом гиганта, и только после того, как они увидели, что молодая женщина сбегает, они пришли в себя, готовясь использовать технику передвижения, которая унесет их от этого ужасающего существа. Однако прямо в этот момент одноглазый гигант внезапно открыл рот, из его горла донесся странный звук, а изнутри появилась огромная сила всасывания. Тройнишки почувствовали, что их затягивают в рот гиганта, и поспешно сделали печати заклинания руками, пытаясь сопротивляться изо всех сил. К несчастью для них, это было страшно, что даже культиваторы божественной трансформации, таких как молодая женщина и лорд города Лан, которым пришлось бежать, поэтому 3 культиватора зарождающейся души, безусловно, не смогли бы противостоять его силе. Таким образом, 3 демонических культиватора были насильно втянуты в пещеристый рот гиганта, пораженные шоком и ужасом. Один из молодых людей сразу же превратился в массивного серебряного волка, длина которого составляла несколько десятков футов. Волк отчаянно взвыл, и 2 других молодых людей немедленно ворвались в его тело в виде серебряных полосок света. Лазурный и красный свет сразу начали мерцать по обе стороны от головы волка, и в следующее мгновение у него выросли голубая и красная голова. 3 волчьих головы взвыли в унисон, после чего из их ртов одновременно вырвались серебряная, красная и лазурная полоски света, мгновенно вливаясь в серебряный защитный световой барьер вокруг них. Несмотря на то, что их импульс не был полностью остановлен, им удалось значительно замедлить себя. Перед лицом такой ужасной ситуации 3 демонических культиватора снова объединились, приняв форму волка Цербера. Сердце Хань Ли задрожало, наблюдая за происходящим сверху, как вдруг в его голове внезапно появилось изображение изящной фигуры. Однако слегка вздохнул, прогнав это воспоминание, снова сосредоточившись на том, что происходило внизу. Видя, что пруд на самом деле был глазом-гигантом, было очевидно, что предателя клана духов гигант тоже сожрал. Кроме того, согласно тому, что он знал о первозданных гигантах, все они обладали чрезвычайно низким уровнем интеллекта и получали удовольствие от пожирания любого существа из других рас, поэтому не было никакого способа, которым он смог бы узнать божественную кровь. Таким образом, сосуд с божественной кровью, скорее всего, содержался в теле великана. Это было очень хлопотно. Несмотря на то, что первозданным гигантам не хватало ума, по мере того, как они достигали зрелости, они приобретали способности, сравнимые с способностями культиватора на стадии пространственного закаливания. Кроме того, с их блестящими способностями они могли даже противостоять стадии интеграции тела. Говорят, что существует легендарная порода тысячеглазых гигантов, которая могла даже противостоять истинным небесным духам, таким как драконы и фениксы. Хань Ли чувствовал себя довольно нерешительно, поскольку не хотел отказываться от этой возможности. В этот момент 3 головы волка Цербера взорвали несколько сокровищ, пытаясь освободиться от силы всасывания. Однако, как только эти сокровища появились, они были захвачены в пещеристую пасть гиганта серии серебряных рун, что сделало их совершенно бесполезными. Таким образом, волку Церберу оставалось держаться изо всех сил, расходуя свою магическую силу, но его тело все еще медленно двигалось к рту гиганта. Несмотря на то, что гигантский волк излучал трехцветный свет изо всех сил, он все еще не мог избежать этой силы всасывания. Несмотря на это, гигант начинал терять терпение. Внезапно он поднял свою огромную ладонь и замахнулся ей на волка, словно пытаясь поймать муху. Массивная черная тень упала с неба, окутав тело демонического волка. Еще до того, как она достигла волка, ветры, созданные взмахом гигантской ладони, заставляли световые барьеры вокруг тела демонического волка содрогаться, угрожая разрушить барьеры в любой момент. Если бы страшная ладонь действительно ударила волка, тот определенно был бы раздавлен в фарш. К сожалению для демонического волка, он был полностью обездвижен огромной силой всасывания, действующей на его тело. В 3 головах волка сверкнуло отчаяние. Как только гигантская рука собиралась схватиться за волка, внезапно произошел невероятный поворот событий. Рядом с массивным волком вспыхнул желтый свет, и из воздуха появился хрупкий, тонкий человек, который немедленно стал размахивать кулаками в воздухе. Это был никто иной, как Хуан Тиньцы, молодой человек из расы демонов. Один из его кулаков был направлен на надвигающуюся массивную ладонь, а другой — на Цербера. Из его кулаков вырвался пронзительный духовный свет, после чего наружу вырвалось 2 шара желтого света. Один из шаров желтого света с грохотом врезался в гигантскую ладонь, но смог замедлить ее лишь на минутку и был уничтожен.
Тем временем другой шары света ударился о барьеры вокруг тела демонического волка, насильно откинув его в воздухе, как стрелу, и тем самым позволили ему сбежать от безумной силы всасывания, исходящей изо рта гиганта. В этот момент рука гиганта рухнула с разрушительной силой, но тело Хуан Тиньцы просто покачнулось, исчезнув с того места, где он стоял. В следующее мгновение он снова появился на расстоянии нескольких сотен футов прямо перед Цербером, осторожно указав пальцем на демонического волка. В воздухе появилось пятно лазурного света, мгновенно образуя массивное лазурное зеркало с гладкой и полупрозрачной поверхностью. Массивное тело демонического волка врезалось в зеркало, посылая рябь по его поверхности, и мгновенно отскочило. Демонический волк покачал своими 3 головами, чтобы избавиться от головокружения, и поспешно произнес слова благодарности своему спасителю. «Спасибо за спасение моей жизни, старший Хуан. Если ты теперь в порядке, то поторопись и уходи отсюда, это не то, с чем ты можешь справиться». Не думал, что здесь будет первозданный гигант. Похоже, он лежал в спячке в этой долине до того, как были основаны 3 человеческих региона. В противном случае она не смог бы проникнуть в это место. Затем в воздухе вспыхнул шар белого света, и появился человек в белом халате, сложив руки за спиной. Этим человеком был никто иной, как духовный лорд Хуан Лян. Он прищурился, глядя на колоссальное существо впереди с торжественным выражением на лице. Это действительно так. В противном случае, если бы охранники, расположенные на входах в 3 региона, не были слепы, ни за что бы они не пропустили такое гигантское существо. К счастью, это всего лишь одноглазый гигант, и должно быть, он был тяжело ранен, раз ушел в спячку в этой долине. Если мы объединим силы, мы сможем его убить, проанализировал Хуан Тиньцы. Как мы разделим добычу? Я слышал, что у этого гиганта есть массивный кусок кристалла заходящего солнца. Это высокоранговый материал для закаливания духовных сокровищ янского элемента, нахмурившись, сказал духовный лорд Хуан Лян. Хуан Тиньцы, кажется, уже обдумал это заранее и сразу же ответил: «Меня не интересует, что есть у предателя клана духов, поэтому я возьму кристалл заходящего солнца». Хорошо, по рукам, но нужно сохранять бдительность. Хотя эти культиваторы клана духов были вынуждены сейчас вернуться, нам стоит опасаться, что они вернутся. Духовный лорд Хуан Лян принял эту договоренность и внезапно повернулся к нескольким человекоподобным фигурам вдалеке. Хань Ли подслушивал в воздухе, и он тоже повернулся в этом направлении. Там он обнаружил, что лорд города Лан и молодая женщина из расы демонов вернулись вместе с некоторыми другими людьми и демонами. Среди них не было видно ни одного существа клана духов. Глава 1309. Битва с гигантом. Ранее, во время битвы за пределами долины высший дух Сюйтянь думал, что он достаточно могущественен, чтобы самостоятельно победить духовного лорда Хуан Ляна и Хуан Тиньцы. Однако, к его удивлению, искусство культивации, используемое этими двумя, дополняло друг друга, что делало их атаки гораздо эффективными, чем ожидал Сюйтянь. Пока битва продолжалась, Сюйтянь знал, что у него нет шансов на победу, поэтому он решил немедленно отступить со всеми другими существами из клана духов. Иначе Хуан Тиньцы и духовный лорд Хуан Лян не смогли бы так быстро проникнуть в долину. В этот момент присутствие стольких людей, казалось, напомнило одноглазому гиганту о каком-то травматическом воспоминании, и он взревел громоподобным ревом со следами жестокости в глазу. Затем он опустил голову, и из его единственного глаза вырвался пронзительный свет. В следующее мгновение бесчисленное количество белых нитей яростно вспыхнули в направлении Хуан Тиньцы и духовного лорда Хуан Ляна. Я не думал, что он уже полностью очистил бы кристалл заходящего солнца, но ему остается только мечтать, что несколько простых огненных нитей причинят нам вред. Духовный лорд Хуан Лян холодно захрипел, взмахнув рукавом. Перед ним снова появилось иньянское зеркало, резко увеличившись до размеров взрослого человека и расположившись перед ним как щит. Как только белые световые лучи врезались в зеркало, с поверхности зеркала сразу же вспыхнул яркий духовный свет, отбросив все световые лучи к массивному телу гиганта. Однако световые лучи гиганта просто исчезли в его теле во вспышке яркого света, будучи не в состоянии нанести какой-либо вред. С другой стороны, Хуан Тиньцы также вызвал огромное зеркало перед собой, используя духовную силу, чтобы отразить встречные нити белого света. Эта атакующая техника явно оказалась неэффективной, поэтому гигант немедленно прекратил выбрасывать лучи света из своего глаза, злобно зарычав. В то же время он растопырил пальцы на одной из рук, а затем взмахнул ею в направлении 2 противников с разрушительной силой. Еще до того, как ладонь даже соприкоснулась с ними, подул сильный ветер. Духовный лорд Хуан Лян сразу же изменился в лице и выплюнул изо рта веер из белой бумаги. Он схватил бумажный веер и жестко махнул в сторону гигантской руки. Внезапно из воздуха появился порыв белого ветра, врезавшийся в ураганные ветры от руки гиганта и заблокировавший их.
Тем временем Хуан Тиньци потер руки, выпустив дугу серой молнии. Молния постепенно меняла форму между его рук, превратившись в совершенно невзрачную серебряную саблю. Сабля, хотя и выглядела гладкой и острой, но была совершенно скучной и обыденной. В то же время Хуан Тиньци начал что-то петь, а на его молодом лице начали прорастать ворсинки желтого меха, в то время как его глаза приобрели зловещий зеленый цвет. Выпустив всемогущий рев, из его тела вырвалось разрушительное духовное давление. Он осторожно взмахнул своей саблей, выпустив полоску серого света. Полоска серого света резко вытянулась до 10 футов в длину и мгновенно ударила в большой палец гиганта. Полоска серого света была невероятно резкой, и гигант успел только вздрогнуть, прежде чем его большой палец оторвался от руки. Гигант взвыл от агонии и рефлексивно откинул назад руку. Единственный глаз на лбу выпучился и налился кровью от боли и ярости. Он пристально посмотрел на Хуан Тиньци, и на его отвратительном лице появилось выражение грозового гнева. Нанеся удар саблей, серый клинок мгновенно исчез, и лицо Хуана Тиньци значительно побледнело, словно эта атака затратила огромное количество его энергии. Духовный лорд Хуан Лян с мрачным выражением лица посмотрел в бешеное малиновое око гиганта и медленно произнес: «Справиться с ним будет довольно хлопотно». Интересно, каковы его регенеративные способности? Если он может немедленно восстановить свой большой палец, для нас это будут плохие новости. Я прекрасно об этом знаю, господин даосист Хуан Лян. Это нападение было только для проверки его истинной силы. Тот факт, что я с такой легкостью отрубил ему палец, говорит о том, что это просто обычный гигант. Похоже, нам не о чем беспокоиться, спокойным голосом ответил Хуан Тиньци. Однако, прежде чем он успел закончить предложение, на поверхности отсеченного пальца внезапно вспыхнул слой зеленого света. В зеленом свете начали расти кости и плоть, в мгновение создав новый большой палец. Затем гигант пошевелил большим пальцем, и тот оказался таким же проворным, как и раньше, что сделал атаку Хуан Тиньци по существу совершенно неэффективной. Хуан Тиньци сначала запнулся, увидев это, а затем резко вздохнул. Бессмертное тело. Глаза духовного лорда Хуан Ляна резко сузились. В этот момент гигант яростно хлопнул двумя руками по земле, заставив всю долину хаоса дрожать. Его высота внезапно удвоилась, и он, наконец, встал с земли. Еще более мрачное зрелище предстало перед духовным лордом Хуан Ляном и Хуан Тиньци, как только гигант встал. Теперь в его руке была гигантская черная каменная дубина. Дубина оказалась невероятно большой, почти в половину роста гиганта. Судя по сверкающему лазурному свету на ее поверхности, казалось, что эта дубина была сделана из легендарного лазурного духовного песка. Этот тип редкого материала был даже тяжелее по массе, чем железо. Если бы такое грозное оружие ударило в полную силу, даже на средней стадии пространственного тела было очень мало существ, кто осмелился бы в лоб встретиться с этой атакой. У него тоже есть оружие, похоже, это дело становится слишком серьезным. Теперь нам придется сражаться на полную мощность, лицо духовного лорда Хуан Ляна дернулось. Я прекрасно понимаю это, господин даосист Хуан Лян. Давай разберемся с этой штукой вместе. Мы не можем позволить ему жить. С равнодушным выражением на лице сказал Хуан Тиньци и громко вскрикнул. В небе почти сразу же вспыхнул радужный свет, и появилась бабочка размером с кулак. Это было не что иное, как духовное насекомое Хуан Тиньци, зрелый иллюзорный огненный мотылёк. Мотылек распахнул свои крылья, и его тело мгновенно резко увеличилось в размерах на 10 футов, сверкая завораживающим духовным светом. Тем временем из тела Хуан Тиньци вырвался желтый мех длиной в несколько сантиметров, а его нос и рот стали приобретать дикие звериные черты. В мгновение ока он превратился в полудемона. Духовный лорд Хуан Лян сел, скрестив ноги, положив руку на макушку головы. В следующее мгновение на его макушке вспыхнул всплеск желтого света, показав зарождающуюся душу размером примерно в полфута. Внешность возрождающейся души была полностью идентична облику духовного лорда Хуан Ляна, но на ней был костюм из мерцающей серебряной брони, в одной руке был маленький зеленый меч, а в другой — белая нефритовая печать. Кроме того, зарождающаяся душа, казалось, была полностью материальной, без следов иллюзорности, как у большинства зарождающихся душ. Зарождающаяся душа внезапно открыла глаза и взмахнула рукой с печатью. Печать немедленно разрослась до акра в размере и рухнула на голову гиганта с разрушительной силой. Тем временем Хуан Тиньци выстрелил в виде полоски света, размахивая когтями в воздухе. Серия полупрозрачных выступов когтей всплыла в воздухе, разрываясь в пространстве в направлении гиганта. Сразу после этого сам Хуан Циньки каким-то образом исчез в этих проекциях когтей. Гигант взревел от ярости, и из его глаза посыпались лучи алых столбов света. В то же время он свирепо замахнулся своей каменной дубиной в направлении надвигающейся печати.
Другой рукой он сделал хватательное движение к земле внизу, втянув в свои объятия массивный комок земли. Во вспышке желтого света почва превратилась в массивную скалу диаметром в несколько десятков футов. Гигант взмахнул рукой и швырнул скалу в сторону духовного лорда Хуанляна. В этот момент выступы когтей с грохотом ударились об багровые столбы света. После этого раздался еще более оглушительный грохот, каменная дубина врезалась в массивную печать, битва официально началась. Хань Ли, нахмурившись, наблюдал за происходящим сверху. Как и следовало ожидать от битвы между культиваторами стадии пространственного закаливания и легендарным первозданным гигантом, даже самые простые из их движений вызывали сильную дрожь первозданной мирской ци. В частности, после того, как зарождающаяся душа духовного лорда Хуанляна покинула его тело, огромная печать, которую она использовала, стала поглощать огромное количество духовной ци из окружающей среды перед каждой атакой, тем самым значительно увеличив свою силу. В противном случае, несмотря на удивительную силу самой печати, она никогда бы не смогла противостоять нескольким ударам каменной дубины гиганта. Между тем, тело Хуана Тиньцы все еще было единым с проекциями когтей, которые он выпустил, и он был как непостижимый вихрь, постоянно поглощая духовную ци вокруг себя. Одноглазый гигант, каждый раз открывая и закрывая рот, непреднамеренно вдыхал и выдыхал огромное количество духовной ци в гораздо большем количестве, чем-то, что могли вызвать духовный лорд Хуанлян и Хуан Тиньцы, но степень частоты была значительно ниже в сравнении. Хань Ли первый раз стал свидетелем битвы между существами стадии пространственного закаливания и начал неосознанно извлекать информацию и наблюдения из битвы, чтобы помочь себе в своей будущей культивации. Это был довольно щедрый процесс для него. Как только Хань Ли пристально взглянул на происходящее, выражение его лица внезапно изменилось, и он перевел взгляд на определенное место. Там явно не было ничего, и его духовное чутье тоже не могло ничего обнаружить, но его духовные глаза, которые он бесчисленное количество раз очищал водой духовного прозрения, могли различить слабую прозрачную тень в воздухе, которая также наблюдала за битвой внизу. Сюйтянь. Даже несмотря на то, что духовные глаза Хань Ли не могли точно определить, кто это был, казалось, что единственным существом, способным скрываться здесь, не будучи замеченным, будет этот высший дух. Хань Ли пришел в восторг от увиденного. Он считал, что чем сложнее ситуация, тем лучше. Пока Хань Ли наблюдал за прозрачной тенью, последняя резко подняла голову и бросила взгляд в сторону Хань Ли. Сердце Хань Ли замерло при виде этого. К счастью, тень тут же снова опустила голову, заставив Хань Ли задуматься, обнаружил ли Сюйтянь его присутствие или просто бросил странный взгляд в сторону. Глаза Хань Ли сузились, и на его лице появилось нерешительное выражение. Жестокая битва внизу свирепствовала плотня. Пейзаж в долине хаоса был настолько разрушен гигантом и двумя существами пространственного закаливания, что теперь он был совершенно неузнаваем. Местность была пронизана массивными кратерами, и серый туман в долине стал лишён огромного духовного давления, исходящего от тел 3 бойцов. Кроме того, из-за радикальных изменений в первозданной мирской ци, причиной которых стали эти трое, небо было заполнено темными облаками и временами проливало сильный дождь, но в то же время было ярким, и в нем сверкало палящее солнце. Были даже участки, где ветер, снег и град чередовались с бурями из грязи и камней. Кроме молодой женщины в роскошных одеждах и нескольких других культиваторов стадии божественной трансформации, которые все еще могли наблюдать за сражением издалека, все остальные давно покинули долину хаоса, опасаясь случайной смерти во время этой битвы. Одноглазый гигант продолжал свирепствовать и, казалось, совершенно неутомим. Тем не менее, Хань Ли мог видеть, что духовный лорд Хуанлян и Хуан Тиньчи намеренно использовали тактику партизанской войны, чтобы истощить великана, и даже несмотря на то, что первозданная мирская ци пополняла тело великана, его сила вот-вот должна была исчерпаться. Все его атаки резко замедлились, и было лишь вопросом времени, когда он будет побежден. Конечно же, пока духовный лорд Хуанлян отвлекал гиганта одной атакой, Хуан Тиньци воспользовался возможностью, чтобы отрезать один из его пальцев ног. Гигант снова взревел в ярости, но на этот раз его оторванный палец не смог восстановиться. При виде этого духовный лорд Хуанлян и Хуан Тиньци обрадовались. Они понимали, что битва подходила к концу. Глава 1310. Битва за божественную кровь. Зарождающаяся душа духовного лорда Хуанляна вспыхнула желтым светом, и маленький зеленый меч в ее руке внезапно метнулся вперед. Во вспышке зеленого света маленький меч превратился в своеобразного духовного зверя с головой сокола, телом лошади и парой лазурных крыльев. Духовный зверь раскрыл клюв и свирепо напал на гиганта. Затем зарождающаяся душа указала пальцем на огромную белую печать, которая парила в небе. В ответ печать стала быстро вращаться, превращаясь в белую проекцию зарождающейся души.
Внезапно бесчисленные лучи света разных цветов сошлись в направлении массивной печати, заставляя ее снова увеличиться в размерах. Всего за несколько мгновений печать увеличилась в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, практически закрыв собой все небо. Хуан Тиньци также остановился в нескольких сотнях футов от гиганта. Он поднял обе руки, и из его ладони с раскатами грома вырвалось два шара серой молнии. Затем внезапно появился массивный серый клинок длиной в несколько десятков футов. В нем не было ничего особенного, но разница в силе между этим клинком и клинком, который Хуан Тиньци использовал ранее, была как разница между днем и ночью. Хуан Тиньци холодно посмотрел на гиганта, а затем внезапно махнул рукой в сторону огромного мотылька, который все это время парил над ним. Мотылек сразу же расправил крылья, превратившись в полосу переливающегося света, которая мгновенно исчезла в гигантском клинке. Сразу после этого гигантский клинок засветился холодным зловещим светом и мгновенно атаковал гиганта в живот. В одно мгновение вспыхнула завораживающая тонкая линия. Несмотря на то, что гигант был не очень умен, он почувствовал, что ему грозит серьезная опасность от этих двух разрушительных атак, совершенных духовным лордом Хуан Ляном и Хуан Тиньци. Он откинул голову назад и, выпустив всемогущий рев, выпустил из глаза ослепительный белый свет. Из глаза вырвался сверкающий белый шар, который превратился в шар белого света и сумел заблокировать странного духовного зверя с лазурными крыльями. Сразу после этого вспыхнул багровый свет, из его глаза вырвался всплеск мощного света, столкнувшись в лоб с яркой тонкой линией. Затем последовала своеобразная сцена, удивительно, но после того, как тонкая линия и малиновый свет соприкоснулись друг с другом, взрыва не произошло. Вместо этого столкновение было совершенно бесшумным, и оба оказались в напряженном тупике. В ответ на действие массивной белой печати вокруг каменной дубины в руке гиганта появилась проекция маленькой горы, которая швырнула дубину прямо в духовного лорда Хуан Ляна. Затем он сжал свои руки в массивные кулаки, в результате чего похожие на анаконду жилы под его кожей вздулись, и он ударил в огромную печать в небе. Он решил положиться на свою безумную силу, чтобы заблокировать гигантскую печать голыми руками. Внезапно из печати с грохотом вспыхнул ослепительный свет. В результате даже Хань Ли пришлось закрыть глаза, хотя он наблюдал сверху. Затем он почувствовал удивительную волну энергии, стремительно приближающуюся к нему, заставившую воздух вокруг него взбиться, угрожая смести его. Сердце Хань Ли задрожало от шока, и он сразу же распространил свою магическую силу, чтобы стабилизировать свое тело. Когда он снова открыл глаза и посмотрел вниз, он был поражен увиденным. Под ним появилось густое желтое облако, полностью скрыв 3 бойцов внутри. Хань Ли на мгновение помедлил, а затем выпустил свое духовное чутье в облако. Он мог слышать разъяренный рев одноглазого гиганта, смешанный с безумными хрипами Хуан Тиньци, раздававшимися внутри облака. Внутри непрерывно грохотали взрывы, и само облако также бурлило и бурно росло. Духовный лорд Хуан Лян молчал на протяжении всего этого процесса. Возможно, он был на критическом этапе подготовки техники и не мог отвлечь свое внимание или просто не был обеспокоен этим, полагая, что эта битва уже выиграна. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он посмотрел в сторону прозрачной тени вдалеке и обнаружил, что она исчезла. Созерцательный взгляд появился в глазах Хань Ли, и он снова перевел свое внимание на желтое облако внизу. Изнутри желтого облака раздался громкий душераздирающий крик, за которым последовал громоподобный грохот, вызвавший сильное землетрясение во всей долине, словно что-то абсолютно колоссальное упало на землю. После этого все звуки внутри облака резко стихли. Своеобразный взгляд мелькнул в глазах Хань Ли, и он сделал печать заклинания руками, начав спускаться вниз. В то же время из желтого облака разразился триумфальный смех Хуана Тиньци. Хорошо, что этот идиот не обладает большим интеллектом. В противном случае мы бы не смогли разобраться с ним так быстро. Этот предатель клана духов, должно быть, был поглощен им. Так что давай разрежем его тело и посмотрим, что предатель смог выкрасть. Тогда я оставляю это на тебя, брат Хуан. Я также захватил этот кристалл заходящего солнца и вскоре передам его тебе, ответил духовный лорд Хуан Лян. Желтый туман постепенно отступил, показывая все, что происходило внизу. Тело великана было пронизано ранами, и сам он лежал в луже зеленой крови. Рука и нога лежали рядом с ним, по-видимому, насильно отрубленные. Его массивная голова также была раздавлена, и от нее осталось меньше половины. В центре его груди также было гигантское отверстие, края которого были полностью обуглены черным. Казалось, что его поразило какое-то сокровище яньского элемента, одним махом разрушив его сердце. Скорее всего, это был смертельный удар. Хуан Тиньци уже вернулся к своей человеческой форме, и, несмотря на то, что его лицо выглядело немного бледным, он, похоже, совсем не был ранен. В настоящее время он манипулировал белой летающей саблей, разрезая нижнюю часть живота гиганта.
Тем временем духовный лорд Хуан Лян возился с белым хрустальным шаром, на его лице была легкая улыбка. Хрустальный шар был ничем иным, как кристаллом заходящего солнца внутри тела гиганта, но духовный лорд Хуан Лян, похоже, использовал какую-то технику, чтобы резко уменьшить его. Помнится, когда мы в последний раз были в первозданном мире, мы убили двуглазого гиганта. Его было гораздо сложнее убить, чем этого. Прямых столкновений с первозданными великанами действительно следует избегать, если это возможно. Они не похожи на других древних зверей или небесных духовных зверей, даже с такими массивными телами в них нет ничего полезного для приобретения. На их убийство мы тратим много энергии, но ничего не получаем взамен, вздохнул Хуан Тиньци, продолжая пробираться сквозь желудок гиганта. Конечно. При обычных обстоятельствах мы, конечно, не стали бы провоцировать гигантов в первозданном мире. Однако, неправильно говорить, что мы ничего не выигрываем от убийства гигантов. Помнится, божественный небесный волк Куи из 7 демонических монархов однажды убила семиглавого гиганта и обнаружила небольшой комок тысячелетней почвы, что позволило ей усовершенствовать бесконечную башню демонического света на хаотическом свитке. Только тогда она смогла стать одним из демонических монархов, духовный лорд Хуан Лян бы не согласен с ним. Это правда. Первозданные гиганты жрут все, что ни попадя, поэтому действительно возможно найти некоторые ценные сокровища в их телах. Однако шансы на это слишком малы, кто станет сражаться с гигантом в первозданном мире, надеясь лишь на свою удачу. В частности, первозданные великаны обычно обитают стаями. Разве ты забыл, что после того, как мы убили двуглазого гиганта, мы были почти вынуждены прыгнуть в океан, чтобы спастись от трехглазого гиганта, который преследовал нас? Кривая улыбка появилась на лице Хуана Тиньци от этих воспоминаний. Духовный лорд Хуан Лян также усмехнулся с этих воспоминаний, но ничего больше не сказал. Разрезав очередную часть тела гиганта, оттуда внезапно выпала куча вещей. За исключением голубой нефритовой чаши и полупрозрачного красного флакона, излучавших лучи духовного света, все остальные предметы были совершенно лишены блеска. Синяя нефритовая чаша выпускала слой слабого синего света, который как раз заслонял маленький флакон внутри. Должно быть, это оно. Хуан Тиньци сразу же узнал синюю нефритовую чашу как истинное тело существа клана артефактных духов. Однако духовная природа чаши полностью исчезла, что ясно указывало на то, что существо клана артефактного духа погибло. Предатель клана духов явно отдал свою жизнь, чтобы защитить этот маленький флакон, так что, скорее всего, это был тот объект, который они искали. На лице Хуана Тиньци появилось возвышенное выражение, но как только он собирался протянуть руку к маленькому флакону, духовный лорд внезапно изменился в лице и закричал: «Смотри!». Хуан Тиньци был очень могущественным существом сам по себе, и он почувствовал чрезвычайно хорошо скрытую атаку, направленную на него из тени почти в тот самый момент, когда духовный лорд Хуан Лян закричал. В приступе шока и ярости у него не было времени сделать что-либо, кроме как яростно топнуть ногой по земле, катапультируясь прямо в воздух, в то время как полоска малинового света скользнула по подошве его ног. Человекоподобная фигура размером около фута внезапно появилась поблизости и скользнула к маленькому флакону. «Не смей!». Духовный лорд Хуан Лян выпустил разъяренный рев, быстро щелкнув своими 10 пальцами в сторону человекоподобной фигуры. Около дюжины полосок меча Ци тут же вырвалось в человекоподобную фигуру, но они явно опоздали. Человекоподобная фигура торжествующе рассмеялась, а затем сунула маленький флакон себе в руку. Затем ее тело качнулось, и она улетела в виде багрового облака. «Сюйтянь, ты не уйдешь». Едва избежав этой атаки, которая могла разрубить его пополам, Хуан Тиньци закружил в воздухе и пришел в ярость, узнав нападавшего. Позади малинового облака внезапно разрослись пространственные колебания, и по его приказу Хуан Тиньци появился огромный мотылёк, размером около 10 футов. Глаза мотылька вспыхнули зеленым светом, и он без колебаний взмахнул крыльями. Внезапно на малиновое облако обрушился радужный туман. Облако, казалось, крайне настороженно относилось к радужному туману, о чем свидетельствовало то, что оно не желало вступать в контакт с туманом, а вместо этого старалось обогнуть его и сбежать в другом направлении. Однако, в течение этой доли секунды, дюжина полос желтого меча Ци, выпущенного духовным лордом Хуан Ляном, уже достигла облака. Сам духовный лорд тоже несся к облаку в виде полоски желтого света. Сердце Сюйтянь вздрогнуло при виде этого. В этот момент в его ухе вдруг раздался знакомый голос. «Мастер Сюйтянь, отдай мне божественную кровь. Я использую технику сокрытия и смогу вытащить божественную кровь из этого места». Сюйтянь слегка запнулся, услышав это, но сразу же очень обрадовался.
Тот, кто наблюдал за битвой с ним наверху, действительно был Шиянь. Сюйтянь обладал способностью, позволяющей ему ловко обнаружить присутствие одного из своих братьев поблизости, но он не был уверен, что там действительно кто-то есть, и при этом он не мог определить, кто это был. Однако знакомый голос ответил на все вопросы в его сердце. Он поднял руку, чтобы защитить себя от надвигающейся полоски меча Ци, а во вспышке духовного света появился, словно из ниоткуда, маленький флакон. Взмахнув рукой в воздухе, маленький малиновый флакон выскочил в направлении, откуда раздался голос.